Всем привет, я Натали, и сегодня снова рубрика «Обосри татуировку звезды». К сожалению, хотя хотелось бы не обсирать, а обсуждать. Надеюсь, что сегодня мне попадутся примеры татуировок, которые мы с вами похвалим. В этот раз, помимо конструктивной критики, я решила попробовать также оценивать татуировки по 10-бальной шкале. И мне вот интересно, совпадет ли мое мнение с вашим. Поэтому пишите в комментариях, какую оценку вы поставили той или иной звезде. И начнем сегодня мы с 50 Cent. Сразу скажу, что речь пойдет в основном о его татуировке на спине, а именно татуировке во всю спину. И она, конечно, тоже не новая. Этой татуировки, я бы сказала, лет 15 точно. Что я могу сказать? В принципе, если честно, все не так уж и плохо. Конечно, она грязноватая, конечно, она не идеально покрашена, но вот особенно вот в таких каких-то местах, да, можно обратить внимание, что фанциты у нас грязненькие. Но важно понимать, что она старая, поэтому сейчас я к этому сильно не придираюсь. Просто отметили, что первое бросается в глаза. В принципе, неплохой размер, но если бы эта татуировка была сделана в нынешнее время, я бы предложила сделать цифру 50 сильно больше. Вот прям вот такого размера. И почему? Потому что у нас в этой цифре заключено очень большое количество деталей, которые совершенно теряются и не читаются из-за размера. Давайте с вами посмотрим поближе. Тут довольно, кстати, прикольно. Вот какой-то чувачок у нас тут с пистолетом, здание высотное. Все очень классно придумано. И исполнено это на самом деле тоже неплохо. Но все слилось в адскую кашу. Это проблема размера. Ну и, конечно, проблема контраста. Слишком темная, и у нас нет композиционного центра из-за этого. По поводу надписей внизу и вверху ничего плохого сказать не могу. Сделаны они достойно, нарисованы прикольно, но все это должно работать на общую композицию. Соответственно, я бы, например, завернула вот нижнюю надпись в такое положение или, допустим, наоборот, вот в такое положение, чтобы она повторяла по форме цифры. Верхняя в этом плане сделана лучше, но почему же ее не сделать вот прям вот-вот во всю спину? Тогда это все смотрелось бы лучше и не пришлось делать бы такой грязненький и некрасивенький фон. Так или иначе, в сравнении с татуировками, которые я видела до этого, и с вами мы уже их обсуждали, могу сказать, что эта татуировка достойная. Не будем забывать про то, что он парень темнокожий. Соответственно, контраста изначально нет такого яркого, как, допустим, на моей коже. Оттого эта татуировка сильно выигрывает. И значит, татуировщик неплохо разбирался в том, как правильно показать яркость. Поэтому этой татуировке я поставлю 8. Теперь давайте немного отвлечемся от бандитизма и перейдем к обсуждению татуировок Тома Харди. Несмотря на то, что Том Харди является чуть ли не иконой красоты для многих моих знакомых девочек, должна заметить, что его татуировки совершенно с этим не совпадают. Уж очень не очень они сделаны. И первым делом, что мне бросается в глаза, не совсем уместно подобранная эклектика. Что такое эклектика? Ну, это смешение стилей. Конечно же, смешивать стили можно и нужно, но тогда они должны как-то композиционно и анатомически отвечать нам на художественные задачи. Здесь же мы просто имеем какую-то лютую кашу, которая не читается. Очень хорошо сделано по размеру. Вот здесь вот у нас питбуль, либо это Стаффорд, не знаю. Слишком ракурс такой, что не видно. Но она находится не в том месте, поэтому при движении сильно искажается, и из-за этого морду мы толком не видим. Это первое. Второе. Здесь вот у нас какие-то тройбаки выросли, неясные. Здесь у нас вообще какой-то граффити. Все это заставляет глаза бегать. Мы не видим, за что же нам зацепиться взглядом. Мы не можем дифференцировать картинку. Издалека это выглядит слишком неопрятно и нечитаемо. Дальше. По поводу татуировки на его плече. В целом концепция неплохая. Сделана татуировка чистенько, грейвошки мягкие, красивые. Достойная работа. Но, опять же, она маловатая. У нас с вами вот такая плоскость размером. Довольно большая. И что делает татуировщик? Он берет и где-то 7 сантиметров от этой плоскости не использует.
При этом делает супер детальные внизу какие-то изображения, которые сложно сказать, что это, ну, похоже на пейзаж какой-то. Из-за этого выглядит это все, опять же, кашей. Ну, вот для чего это сделано? Ну, сделай ты побольше. Непонятно. Дальше хочу поговорить по поводу татуировки ангела. Но то, что это ангел, вот здесь вот он у нас на спине представлен, я разобрала только сейчас, хотя о его татуировках говорю уже минут 15. Так вот, это у нас ангел, который прикрывается крыльями. И дело совершенно не в том, что она прикрывается крыльями, и поэтому я не смогла понять, что это девушка-ангел, а в том, что она сделана, опять-таки, маленькой. Вот смотрите, он парень довольно крупный. У него вот здесь такая большая плоскость располагается. Но если сделать эту девочку большего размера, она бы читалась великолепно, потому что фотография довольно близкая. С такого расстояния можно рассмотреть его надписи. Я вижу, что тут написано. Но я не вижу лицо девушки в реализме. Ну как же так? Со всей горечью могу сказать, что идеи классные, реализация фигня. Еще немножко уделим внимание татуировкам у него на груди. Там примерно те же самые проблемы абсолютно, что и на татуировке на спине и руке. Катавасия из стилей, и кому-то, возможно, такое нравится. Я сейчас не осуждаю ничьи вкусы, я говорю только с художественной точки зрения. Композиционно, опять-таки, смотреть не на что. Мы не знаем, на что обратить внимание. По поводу вот этих масок могу сказать, что несмотря на то, что они маленькие, они сделаны чисто, аккуратно, красиво. И в целом, если бы это была единственная его татуировка на груди, было бы уместно и классно. Но она, к сожалению, не единственная. И тут у нас просто буйство красок случилось. Вот давайте поближе с вами посмотрим вот на эту татуировку. Вот что-то кто-то видит, помимо ворона и флага британского? Я нет. А знаете почему? А потому что они просто сделаны черным, поэтому они читаются. И супер просто. И все остальное намалевано очень мелко, очень некачественно. И дифференцировать изображение невозможно. Поэтому, ребята, если вы хотите много татуировок, значит, вам придется использовать много мест. Нельзя запихать в одну маленькую плоскость, такую как грудь, все и сразу. Иначе получите вот такую кашу, которая очень дешевит ваш образ. Что бы я поставила Тому Харди за его татуировки? Они тоже не новые, конечно же, но вот давайте теперь сравним. У нас был 50 Cent, у которого композиционно была картинка выстроена лучше. Несмотря на оттенок кожи, она читалась по контрасту лучше. И в целом анатомически она повторяла формы его тела. Здесь мы не видим ни одного из этих параметров. И поэтому, несмотря на то, что девушки будут на меня злиться, должна сказать, что меньше троечки Тому Харди я не могу поставить. Именно не ему, конечно, а его татуировкам. Сейчас речь пойдет про одного из моих самых любимых музыкантов. Ну, наверное, их несколько десятков, конечно. Но так или иначе, вы попросили, и я рассказываю. Речь идет про Керри Кинга и его местами очень даже классные татуировки. Во-первых, когда мы смотрим на его татуировки, мы сразу видим, что изображено. О чем это нам говорит? Говорит это нам о правильном масштабе. Значит, композиционно масштаб выбран верно. Огромный плюс. Несмотря на то, что большинство его татуировок старше меня, они смотрятся круто. Несмотря на то, что он уже парень тоже возрастной, и за годы татуировки у нас, как мы знаем, становятся светлее, пятнят и так далее, его татуировки выглядят очень достойно. Хочу отдельное внимание уделить вот этой мрачной татуировке на руке. Насколько я знаю, сделана она мастодонтом просто тату-индустрии Полом Бутом, которому, конечно же, нельзя не выражать огромный респект. Что я могу сказать? Первым делом мы сразу видим, что изображено. Читается даже с дальнего расстояния. Классно. Композиционно вписано хорошо. Я, конечно, не очень согласна с тем, что изображение повернуто не в сторону пальцев, а в сторону предплечья, но так или иначе она работает. А значит, татуировщик справился со своей задачей. Далее.
Здесь у нас очень хорошо читается терновник. Мы можем разобрать, что нарисовано. Конечно, если бы татуировка была сделана сейчас, скорее всего, терновник был бы более крупный, чтобы, опять же, композиционно и визуально читался лучше, но это было сделано давно. Небольшой минусик вот по поводу изображения вот здесь, это портрет, читается он не так хорошо, потому что рядом слишком много мелких элементов, которые отвлекают от портрета, по сути, центрального элемента композиции внимания, ну так или иначе. Все равно технически сделана она классно. Дальше, по поводу трайбла. Размер классный. Никаких претензий к трайблу как к стилю я не имею. Технически сделано ок. Тем более, что этой татухе 30 лет, не забываем. И давайте двинемся к другим его татуировкам. Сейчас я хочу сконцентрировать ваше внимание на надписи, которая у него находится с внутренней части руки вот здесь. Сейчас я ее крупным планчиком сделаю. Итак, вот здесь масштаб подобран неправильно. Она слишком большая. Да-да, татуировки могут быть не только слишком маленькие, но и слишком большие. Почему она слишком большая? Да, она читаемая. Да, мы ее можем дифференцировать, оторвать от других изображений. Но вот здесь, если мы с вами посмотрим, она искажается очень сильно по руке. Вот здесь у нас прогиб. И, в принципе, на прогиб можно было бы забить, но она растягивается, и вот здесь буквы становятся шире, а вот здесь буквы становятся уже. Из-за этого кажется, что татуировка сделана некачественно. Но на самом деле это неправда. Проблема именно в расположении и в том, что она загибается по форме руки. Соответственно, анатомически она расположена не очень хорошо и чересчур большая. Опять же, из-за того, что она вписана прямо по центру, здесь пришлось сделать большое количество фонов, которые в целом, не очень классно смотрятся, занимают слишком много места, и в итоге это выглядит как порванные колготки. Может быть, это и прикольный вайб, но это явно не тот вайб, который хотел донести нам Кэрри Кинг. Ну и немножко покажу вам трайбл во всей красе. Трайбл у нас выходит и на шею в том числе. И расположен он классно, он очень хорошо повторяет вот у нас анатомию, вот здесь по мышце неплохо идет. Опять же, все это учитывая, что никаких знаний, таких более подробных, о том, как располагать татуировку, тогда не было. Соответственно, татуировщик интуитивно нашел эти формы, интуитивно, основываясь на своем опыте и глазомере, смог достойно расположить изображение. Вот опять же этот элемент, да, подчеркивающий бицепс. Очень прикольно, классно, смотрится достойно и читается сдалека. Что я поставлю Кэрри Кингу? 10. Ну и на десертик у нас будет Post Malone. Как бы ужасно это не звучало. Что я могу сказать? Здесь у нас есть все. И все смотрится очень плохо. Грязно. Конечно, вряд ли он думал о том, что это будет выглядеть так. И сначала он сделал 1-2 татухи, показалось, что классно. Протест. Потом решил добавить, и все превратилось в кашу. Я бы все это выстрелила лазером и сделала бы пару классных татуировок отдельных, которые бы подчеркивали привлекательные черты в его лице, а не делали из него типа асоциального. Потому что сейчас он выглядит как какой-то бандюган, которого на третью ходку закинули. Сочувствую Пост Малоуну и его татуировкам. Я вообще не против татуировок на лице. Это очень классно может смотреться, но вы должны понимать, на что вы идете. Во-первых, вы сразу попадете в группу людей, которых будут осуждать. Это первое. Второе. Татуировки на лице очень сильно отвлекают внимание от вашей мимики. И очень сильно в целом мешают общаться с вами человеку, потому что первое, что он видит, и это будет бросаться в глаза, это татуировки. Поэтому нужно с умом подходить к татуировкам на такой видимой части тела. Вообще, дело тут не только в лице, речь и о кистях, и пальцах в том числе. Думайте о вашем будущем, никого ни в чем не пытаюсь убедить, просто не забывайте. Вам на себя смотреть каждый день и взаимодействовать с людьми тоже. Оценка Post Malone конкретно за эти татуировки. За смелость 10, а за качество татуировок, их расположение 1
И то только вот за вот эту вот колючую проволоку на лбу, которая на самом деле стильно и круто смотрится. Все остальное я бы сводила. Ну вот, в общем-то, и все по Post Malone. В целом и ролик подходит к концу. Мне очень интересно ваше мнение по поводу того, что я сказала. Согласны вы со мной или не согласны? Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а я с вами прощаюсь.